Привет! Сегодня третий день марафона «Горы Армении акварелью», и сегодня мы нарисуем гору, которая называется Хуступ. Она находится на юге Армении, рядом с городом Капана. Высота ее 3200 метров. У подножия этой горы похоронен знаменитый армянский полководец Горегин Нежде. Рисовать эту гору я буду по мокрому. У меня уже смочен лист с обратной стороны. На пластиковом планшете я его размещаю. Он как бы за счет воды прилипает к этому планшету. И сейчас я разравниваю лицевую часть, на которой я буду рисовать, распределяю равномерно влагу. Можно еще пройтись сухой кисточкой, чтобы собрать излишки влаги, чтобы бумага не была чересчур мокрая. Я не делаю предварительный карандашный рисунок, буду работать от пятна, легким цветом немножечко помечаю себе силуэт горы, чтобы понимать, до какого участка мне рисовать небо. И дальше, когда снят вопрос страха белого листа, я начинаю работать с небом. Для неба намешиваю ультрамарин, и немножечко еще в нижней части будет оранжеватого тона, чтобы чуть-чуть отделить горы от неба и сделать небо более живописным. В синем я смешиваю ультрамарин и ФЦ голубой, распределяю горизонтальными мазками. Мне нравится работать по смоченному с двух сторон листу. По ощущениям это немного напоминает какую-то пластику и работу с пластилином, потому что краска становится такой пластичной и постепенно сама перетекает где-то ее можно подталкивать, и через нажим кисти можно регулировать степень того, как и насколько, куда будет утекать краска. Для оранжевого цвета я использую кадмий оранжевый с капелькой желтого цвета, чтобы он чуть более был такой желтоватый. С оранжевым цветом нужно быть поосторожнее, он довольно насыщенный, и он не должен быть по тону ярче, чем небо. То есть небо у нас такое синее-синее. И сейчас я потихонечку перехожу к горам, начинаю набирать освещенную часть гор. То есть у нас здесь я делаю такую как бы мой любимый уклон в сторону импрессионизма, делаю более яркие цвета, даже можно сказать, что это немножко ближе к фавизму, потому что такие прям очень яркие я взяла цвета, но мне хотелось усилить вот эти контрасты гор, чтобы это был не просто такой как бы силуэт горы, а чтобы здесь еще была какая-то интересная игра цветов. Есть освещенная часть. Для освещенной части я намешиваю серый цвет, я смешиваю ультрамарин и в основном сиену жженую, но здесь можно как бы варьировать оттенки. Они еще будут немножко меняться. Я пока это такая просто наметка первых вот этих освещенных частей. То есть здесь подчеркну, что все-таки очень похоже на пластику. То есть мы постоянно как бы лепим форму с помощью вот этих пятен. Они одновременно тоже как бы немножко движутся. Еще пока лист достаточно влажный, они немного расползаются. Первые пятна — это такие общие какие-то крупные мазки. Потом, чем дальше, чем больше лист будет подсыхать, тем более детально мы будем добавлять какие-то моменты, места. Вот. Дальше беру прям открытый ультрамарин для теневых частей и начинаю намечать примерно силуэт теней. Опять же, мы будем это еще корректировать. Когда бумага достаточно хорошая, у меня здесь Бахонг Фин,
она позволяет немножко стирать и подтирать. Конечно, есть такие бумаги, которые сразу впитывают краску, и на них почти невозможно стереть цвет. Здесь мне бумага такую возможность дает, поэтому я еще буду как-то корректировать эти цвета и оттенки. Сейчас я намешиваю еще потемнее цвет, потому что мне хочется, чтобы тень была не совсем однородной, а в ней были какие-то и более темные моменты а, на переломе формы. Но я еще буду возвращаться к теням. Сейчас пока добавлю все синие участки, а потом еще вернусь и буду корректировать форму, потому что они растекаются, и нужно, ну, как бы постоянно быть во взаимодействии с этими формами. И третий цвет, который у нас здесь появляется в горах, это такой багрово-оранжевый, ну, не совсем багровый, скорее такой коричнево-оранжевый, но я здесь смешиваю красный и оранжевый цвет для того, чтобы все-таки немножко он уходил в багровец. Здесь есть часть гор, которая уже покрыта как будто бы немножко другой породы, и я хочу усилить это отличие между цветами, сделать ее прям таким гиперполизированным. Да, ну, подчеркиваю, что это мое художественное видение, простите, и я не преследую цели точного копирования какой-либо фотографии. Я хочу передать именно свое ощущение, атмосферу. Мне очень нравятся и отзываются работы армянских художников XX века, которые использовали такие яркие цвета, то есть относились к направлению фавизм. Я сама не искусствовед, поэтому я могу немножко ошибаться, но я ориентируюсь на свои ощущения, впечатления и работаю именно с этим, стараясь передать не только, скажем так, фотореализм, но и атмосферу. На переднем плане у меня будет лес, деревья. Для этого какие-то части уже я покрываю оранжевым цветом с намеком на осенний пейзаж. Видела такую фотографию этой горы. И для части деревьев я подмешиваю к уже имеющемуся синему, который у меня есть на палитре, немного желтого. Где-то беру прям такие грязные цвета, коричневые, в деревьях. И здесь меняю направление движения, делаю такие более закругляющиеся движения для того, чтобы передать вот эту текстуру шапочек деревьев. Я набрала общий цвет
мои картины. И сейчас я буду работать с детализацией и уточнением форм. Подчеркиваю, что иногда это напоминает по ощущениям работу с пластилином. То есть где-то я вытягиваю, кто помнит ощущение, если вы в детстве или с детьми делали пластилиновые картины, когда нужно пальчиком немножко вытягивать краску, растягивать ее в каких-то местах. И кроме этого здесь я иногда работаю более сухой кистью для того, чтобы какие-то места, куда вот, например, синий цвет сильнее затек, чем мне бы хотелось, и получилось более такое какое-то непонятное абстрактное пятно, я его делаю более таким резным и чуть-чуть более выразительным. Как вы видите, я работаю плоской кистью, и она сама делает иногда текстуру вот таких полосочек. Я намеренно выбираю кисть, которая поможет мне сразу делать нужную текстуру, потому что здесь я как бы где-то вытираю, где-то добавляю цвет, но мазочки я делаю вот в направлении излома скал, чтобы немножко постараться каждым мазком создавать и передавать текстуру, которая есть у поверхности этих скал, этой горы. Теперь возвращаюсь к деревьям. Моя задача сейчас добавить теней. У меня более-менее так ровно распределилась оливка, и мне хочется добавить еще темных моментов в те места, где, ну, как бы я предполагаю, что деревья чуть уходят вглубь, и нижняя часть деревьев, соответственно, будет в тени. То есть мы видим в основном шапочки деревьев в этом ракурсе, но, тем не менее, вот на нижнюю часть все равно нужно добавить немножко тени, чтобы это было более текстурно и более объемно. В конце я добавляю немножко соли на нижнюю часть деревьев, чтобы еще добавить такой пушистой текстуры. И кое-где добавляю просто водичкой, размываю какие-то участки, чтобы вот эти шапочки деревьев, они были более такими пушистыми и какими-то текстурно объемными. Дам работе немножко подсохнуть, ну а вас попрошу поставить лайк этому видео, пишите в комментариях, если у вас остались вопросы,
Поддержать канал и найти больше видеоуроков можно на моих страничках Boosty и Patreon. Все ссылки в описании под видео. Если вы рисовали вместе со мной, отмечайте меня в Телеграме или Инстаграме. До встречи в следующих видео. Пока!